От пациентки в течение нескольких месяцев мышцы левой ноги от бедра до колена постоянно спазмированы, иногда дополнительные ощущения над коленом, по передней поверхности голени и в икроножной мышце. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 55 лет, дата исследования 22 сентября 2022 года, область исследования, пояснично-крестцовый отдел позвоночника, поясничный лордоз сглажен. Дугообразных искривлений вертикальной оси не выявлено. Выявляются МР-признаки дистрофических изменений в виде снижения интенсивности МР-сигнала от межпозвонковых дисков в сегментах L1-S1 на T2 и вследствие дегидратации пульпозных ядер дисков, со снижением их высоты, более выражено в сегментах L3-S1. Передних, передне-боковых краевых костных разрастаний с обызвествлением передней продольной связки в местах прикрепления к телам позвонков, и задне-боковых краевых костных разрастаний в сегментах L1-S1. Соотношения в дугоотросчатых суставах правильные, суставные фасетки позвонков расширены за счет краевых остеофитов. МР-сигнал от тел позвонков диффузно-неоднородный за счет очагов жировой дегенерации. Межпозвонковые диски поясничного отдела позвоночника, циркулярно неравномерно выстоят за пределы тел позвонков, в том числе кзади, TH12L1 не смещен кзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 16 мм. L1 и L2 не смещен кзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 16 мм. L2, L3 не смещен кзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 16 мм. L3, L4 левосторонняя фораминальная грыжа 4 мм, на фоне диффузной дорсальной протрузии 3 мм с признаками компрессии нервных корешков, слева в сочетании с краевыми экзостозами смежных позвонков вызывая деформацию задней продольной связки, сужение переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 13 мм. L4-L5 двухсторонняя фораминальная грыжа до 5 мм, на фоне диффузной протрузии 3 мм с признаками компрессии нервных корешков, с обеих сторон, в сочетании с краевыми экзостозами смежных позвонков вызывая деформацию задней продольной связки, сужение переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 11 мм. L5 и S1 не смещен кзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 16 мм. Обращают на себя внимание грыжи Шморля, L1 L2. Задняя продольная и желтая связка неравномерно уплотнены. Эпиконус не изменен, корешки конского хвоста дифференцированы. Заключение. МР-картина дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника, межпозвонковых грыж, L3, L4, L4, L5. Рекомендована консультация невролога. 24 сентября 2022 года. М.Н. Доцент Котов М. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В нижних сегментах поясничного отдела позвоночника у вас есть две грыжи. Они достаточно крупные, чтобы сдавливать нервные корешки, но все же такие грыжи, как правило, не оперируют. Вам необходима консультация невролога для назначения лечения. В остальном, в позвоночнике ничего особенного нет.